Глава 225. Охваченная пламенем демоническая крепость затряслась в воздухе, послышался грохот, бесчисленное множество горящих камней покатились вниз и попадали в воду, а сама столица медленно перевернулась. Из горизонтального положения она приняла вертикальное, к тому же пошла трещинами, и стоящие на ее поверхности дворцы небожителей тоже переместились, а некогда цельный огромный город постепенно разделился на несколько частей. Кто-то спросил, а она разваливается. Нам удалось ее разбить, Селянь возразил, думаете, это настолько просто? Боюсь, что он не успел высказать свое предположение, когда расколовшийся на куски город быстро собрался воедино. Под скрип огромных камней небожители, глядя на этот процесс, все сильнее округляли глаза, некоторые даже раскрыли рты. Пламенеющий демонический город не развалился, а сформировался в нечто другое. И по завершении превратился в громадного огненного великана. Великан, словно пробудившись ото сна, завис в воздухе. Сверкающие золотом дворцы будто целиком покрыли его тело, сделавшись несокрушимым доспехом. Теперь вместо столицы бессмертных огромной статуи Селяня противостоял этот великан. И в сравнении с великаном божественное изваяние вдруг стало казаться несравнимо хрупким, даже немного вызывающим жалость, словно ребенок рядом со взрослым. Статую легко можно было назвать громадиной, но этот огненный великан поистине подходил под определение «стоящий на земле и подпирающий небо». Размерами он превосходил изваяние как минимум в 5-6 раз. Зрелище потрясало так сильно, что кровь стыла в жилах, и казалось, гигант способен раздавить целый город, наступив лишь одной ногой. Собравшийся из кусков бывшей столицы бессмертных великан повернул голову в сторону 4 костяных драконов, из его рта вырвался столб пламени, стеной обрубивший потоки воды. Драконы, видя, что оказались в неблагоприятном положении, друг за другом ушли под воду. А великан тем временем опустился ногами на поверхность воды и словно по ровной земле зашагал к божественному изваянию. На голове великана стоял дворец Шинью, в котором восседал Цюнь-У, источающий пугающее давление. Небесные чиновники, едва не задыхаясь, завопили: «Ваше Высочество, теперь уж стоять на месте нельзя. Скорее бегите, сколько можно ждать, нам не победить, ни за что не победить. Очнитесь же, Ваше Высочество, он больше в несколько раз, мы ведь не можем все время бегать от него», — возразил Селянь. «Даже если нам не победить, нельзя вести его за собой в другое место». Услышав ответ, небожители сначала ошарашенно застыли, но затем поняли, они действительно не могли все время убегать. Ведь если вдруг Хуачен прекратит делиться магическими силами, они рано или поздно потратят собственные ресурсы, и статуя больше не взлетит. Придется сражаться где бы то ни было. И чем вести огненного великана в гущу людей, лучше решить все здесь. По крайней мере, в черных водах точно не встретится ни одного обычного человека, и простой люд не пострадает, как небесным чиновникам, им следовало бы задуматься о подобном в первую очередь. Но когда перед ними стоял полыхающий пламенем демонический великан, разве могли они не тревожиться, понимая, что придется сражаться с ним, находясь спиной к воде, да к тому же не просто к воде, а к черным водам? И все же ни у кого не повернулся язык первым открыть рот и велеть Селяню уносить ноги в какое-нибудь людное место. Поэтому принц заявил: «Господа, держитесь крепче, чтобы не свалиться ненароком». В черных водах все живое тонет, едва коснувшись воды, огненный великан протянул руку к статуе, которая была меньше него в несколько раз, как будто собирался схватить ее, но Селянь проворно увернулся, совершив ловкий прыжок. Держащихся за изваяние небожителей то переворачивало вверх ногами, то крутило, то поднимало, то опускало, ужас в их глазах достиг апогея, то громче, то тише звучали пронзительные вскрики. Даже богам войны крайне редко приходилось переживать подобные сражения, что уж говорить о тех, кто не являлся богом войны и целыми днями сидел в своем дворце, а таких здесь собралось большинство. До принца донесся крик Цюаничжэня: «У тебя нет оружия. Тебе нужно оружие». Остальные, не в силах больше терпеть происходящее, поддержали: «Верно, Ваше Высочество. Без оружия победить будет непросто, я как раз думаю, что может для этого сгодиться», — ответил Селянь,
И вдруг Жайо, извиваясь подобно змее, выползла вперед, но принц отодвинул ленту в сторону со словами: «Спасибо, но ты не годишься, ты слишком маленькая». Тут Хуачен сказал ему: «Оружие найти не то чтобы невозможно. Для начала обойдемся этим». Селянь снова услышал грозный рев 4 костяных драконов, которых великан прогнал на дно столбом пламени. Они окружили божественную статую, и небесные чиновники невольно перепугались, что они собираются делать. Разумеется, нападать драконы не стали бы. Чудища укусили друг друга за хвосты, таким образом обернувшись одним, поразительно длинным костяным драконом. Затем этот длинный дракон взлетел высоко в воздух. Селянь, не задумываясь, велел статуе поднять руку, чтобы схватить его, и пробормотал: «Это же кнут из костяных драконов». Принц мог свободно управляться с ним так же, как управлялся с Жайо. Селянь занес руку и хлестнул костяным кнутом, направив удар огненному великану в голову. Тот схватил конец кнута рукой, но драконы тут же разъединились посередине, статуя принца шагнула вперед, и удар все-таки пришелся в цель. Словно от боли, великан разжал ладонь, и оторвавшийся от остальных дракон сразу уплыл, вернувшись к селяню. Кнут мог разъединяться и соединяться, что давало ему превосходную подвижность. Он то разделялся надвое, то вновь становился одним целым. Прибавить к этому ловкость движений самой статуи, и она обернулась крайне серьезным противником. Небесные чиновники, которым от постоянных кувырков и ураганного ветра растрепало волосы и набросило на голову полы одеяний, поражались. Не ожидал, что его высочество, наследный принц, столь искусен в бою. Мне только приходилось видеть, как он занимается сбором рухляди, а он оказался истинным богом войны по праву Вознесения. Советник вмешался. Первую фразу про то, что вы чего-то не ожидали, можно было бы опустить. И делать акцент на сборе рухляди тоже не стоит. Селянь, Ха-ха-ха, поразительно длинный кнут из драконов, закусивших хвосты друг друга, словно белая железная цепь, со стуком оплелся вокруг руки противника. Великан тяжело осел вниз, и небесные чиновники сразу заголосили: «Скорее, скорее, тяните его в море», ведь под ними простирались демонические черные воды, и все, что коснется их поверхности, немедля утонет. Громадная статуя дернула костяной кнут на себя. Селянь приложил усилий и сквозь зубы прошипел: «А ну-ка давай вниз», и великан действительно просел еще немного. Небожители поскорее принялись всеми руками и ногами передавать каменному изваянию принца магические силы, выкрикивая: «Утони! Утони! Скорее утони!» Слушая, как они в один голос кричат «Цзюнь!», чтобы тот утонул, принц ощутил холодок в сердце, поднял голову и посмотрел в сторону дворца Шинью на голове великана. Почему-то, хоть Селянь и не смог бы сейчас разглядеть выражение лица того, кто там сидел, ему показалось, что Цзюнь насмешливо улыбнулся. Борьба затянулась на некоторое время, но великан постепенно стал погружаться в воду, однако пламя на его теле по-прежнему продолжало полыхать, даже море не сумело его погасить. Напротив, глубокие темные воды озарились алым сиянием, отчего стало казаться, что и само море загорелось красным огнем. Только по мере того, как драконы тащили великана все глубже, сияние постепенно исчезало. Небесные чиновники друг за другом испустили вздох облегчения, только Селянь ни на миг не решался ослабить бдительность. Очень долго вокруг стояла тишина, и тут Селянь снова вспомнил, что генерал Пэй так и не отозвался, а также они не слышали голоса Бань Юэ и остальных. Скорее всего, их тоже затянуло на дно, и теперь на их возвращение надеяться не приходится. Но как только принц подумал об этом, снизу на поверхности воды появились пузырьки. Буль-буль, они то и дело рассеивались по воде, потом забурлили сильнее, и от воды даже пошел белый пар. Морская вода закипала, в душе воскликнув: «Плохо дело», принц велел изваянию взлететь выше, да только из воды уже вырвалась рука, которая схватила статую за каменную лодыжку. Селянь почувствовал, как его резко дернуло вниз, а, опустив голову, увидел огненного великана, который выбрался из моря. Он уже показался из воды по грудь, весь мокрый. При этом его пламя заметно поутихло, но уже разгоралось вновь. Костяные драконы все еще обвивались вокруг великана, но, очевидно, уже не могли его удержать. Над морскими волнами прокатился смех Цзюнь, услышимый отовсюду.
Это был не хохот сумасшедшего, но холодная усмешка, необъяснимая, но до дрожи пугающая. Великан уже утащил статую в воду почти наполовину, и стоящие внизу небесные чиновники, спасая свои жизни, поползли наверх. Даже стоящий на самом верху изваяния Селянь ощутил жар, от которого перехватывало дыхание, на лбу принца выступили капельки пота, от жара намокла спина. Если их затянет в воду, они все сварятся до готовности. Так не пойдет, Селянь не мог управляться с другим оружием на высшем уровне. Ему нужен меч, неожиданно до принца донесся голос советника. «Эй, ты, кучерявый мальчик! Что ты делаешь? Не надо бросать мне труп. Постой! Что ты задумал?» Селянь тоже удивился и, продолжая держать руки сложенными в печати, выкрикнул «Цеин!». Маленькая фигурка сбежала по ноге статуи и спрыгнула вниз, затем понеслась по руке огненного великана прямо к его голове. «Цеин, назад!» — закричал Селянь. Но Цуань Ичжэнь не мог сейчас его услышать. Он скачками добрался до плеча великана, и оказался обнаружен, другая рука исполина медленно поднялась и с поразительной быстротой и точностью с громким ударом прихлопнула бога войны, словно сидящего на плече комара. Небожители испуганно вскрикнули, но, приглядевшись, заметили, что Цуань Ичжэнь все еще бежит. Оказывается, удар действительно пришелся ровно по нему, но юный бог войны оказался в промежутке между пальцев великана и потому не превратился в кровавую лепешку, а помчался дальше, перепрыгнув через палец. Ему удалось таким образом избежать 2 ударов, но на 3-й раз, вероятно, удача ему не улыбнется, и еще один удар, и его почти наверняка раздавит. Впрочем, до 3-го удара Цуань Ичжэню удалось достичь цели, он запрыгнул в череп костяного дракона, обвивающегося вокруг тела великана. В тот же миг глаза костяного дракона, похожие на 2 призрачных фонаря, вдруг сверкнули ярким светом, существо исполнилось магических сил, источая легкое белое сияние, с ревом вскинуло голову в небеса и сжалось вокруг великана еще сильнее. Селянь ясно расслышал треск огромных камней под давлением. От этого удушающего приема великан расслабил пальцы и, наконец, выпустил ногу изваяния. Заполучив свободу, Селянь мгновенно взмыл ввысь, протягивая руку с криком «Цеин, скорее, сюда!». Отцепись от него, но Цуань Ичжэнь, взявший под свое управление костяных драконов, не только не выпустил противника, напротив, с громогласным криком приложил всю свою силу, чтобы сжать еще сильнее. В яростной борьбе в воду с громким плеском летели обломки камней, которые тут же поглощало море. Великан потерял терпение, окончательно вылез из моря, из дворца Шинью вновь распространилось пламя, охватившее его с ног до головы. Крепко привязанные к нему драконы вместе с Цуань Ичжэнем оказались в этом бушующем пламени. «Цеин!» — закричал принц, затем направил статую вниз и нанес удар по костяной цепи, чтобы разбить ее на части. В море посыпались горящие белые обломки, и Селянь собирался было схватить череп дракона, внутри которого находился Цуань Ичжэнь, но великан одним ударом запустил череп в полет, отбросив почти на 4 ли прочь. С такой скоростью полета и при таком расстоянии каменная статуя ни за что бы не успела поймать череп в воздухе. К тому времени, как принц подоспеет на помощь, Цуань Ичжэнь вместе с драконьей головой упадет в море, а сейчас морская вода буквально превратилась в кипяток, только попадешь туда и сваришься. В момент смертельной опасности из моря вдруг выпрыгнула большая костяная рыба, которая поймала летящую голову и, словно ускользнув из сети, махнула хвостом и быстро поплыла куда-то далеко. Небожители отделались испугом, и Селянь, наконец, выдохнул спокойнее. Быстро долетев до костяной рыбы, он заметил, что стоило им покинуть огненного великана, и пламя погасло само по себе. Драконья голова до сих пор клацала зубами, открывая и закрывая пасть, словно пытаясь отдышаться, хватая воздух большими глотками. Цуань Ичжэнь лежал внутри, весь черный, слегка обожженный, даже его волосы закудрявились чуть сильнее, вероятно, затронутые жаром огня. Однако благодаря защите в виде костяной головы он обгорел не слишком сильно, должно быть, только получил раны, которые требовали лечения и покоя. Все-таки Цуань Ичжэнь отличался невероятной живучестью.
4 костяным драконам досталось еще сильнее. Обгоревшие и побитые, некоторые оказались разбросаны по поверхности воды, некоторые до сих пор горели. Селянь, окинув поле боя взглядом, невольно почувствовал себя неловко. «Послушай, ты уверен, что нам сойдет с рук, что по нашей вине хранители владений Черновода оказались так избиты, что целых трупов не осталось?» «Не волнуйся», — улыбнулся Хуачен. «Ничего страшного. Сколько же он тебе задолжал?» Глядя на ужасное состояние Цюаньчжэня, небожители зашептались, не ожидал, что его высочество Цзинь столь бесстрашен. Встретившись лицом к лицу с опасностью, он смело выступил вперед и спас всех нас. Селянь вспомнил, как в чертогах верхних небес к Цюаньчжэню обычно относились с презрением, и покачал головой, подумав, что мальчишка вовсе не собирался выступать вперед и всех спасать. Неожиданно позади них послышался странный гул. Обернувшись, принц увидел, что великан вновь загорелся бушующим пламенем, но на этот раз не напал на них, а поднялся в небеса, прорываясь сквозь облака, и прямо на их глазах исчез. Потрясенные божества, вместе с тем испытывая радость после спасения от гибели, удивились, он решил оставить нас в покое, но селяню случившееся вовсе не казалось добрым знаком. Принц обратился к Хуачену: «Саньлан, почему он вдруг исчез? Он использовал сжатие тысячи ли?» И куда направился? Взгляд Хуачена сделался суровым, он посмотрел на принца. «В столицу». А ведь там Ши Цинсюань вместе с остальными людьми все еще сдерживал озлобленных духов.